Друзья, приветствую вас! Это утренний обзор. Сегодня в США День Благодарения. Все проходит на пониженных оборотах. Давайте посмотрим, какие события произошли и что ждать на российском рынке при открытии. Вот календарик событий на сегодня. Из важных событий это только публикация протокола заседания ЕЦБ по монетарной политике. Это будет 14:30. Так, далее текущая ситуация по Соединенным Штатам. Там День Благодарения, с чем и поздравляю всех американцев, всех англосаксов. Так, ну вот коронавирус, новые случаи во всем мире пытается развернуться и прекратиться шествие эпидемии. Но в Соединенных Штатах и России такой ситуации не происходит, к сожалению, пока. Американские трейдеры отмечают, что если проводить статистическую зависимость, на предыдущем Дне Благодарения, накануне, торги были приблизительно в 2 раза менее активны, чем в этот раз. Есть еще такая интересная статистическая зависимость по поводу прихода к власти определенного американского президента и движения фондового рынка. Исходя из этой зависимости, что мы с вами видим? Рост рынка был в 1928 году, когда пришел Гувер. То же самое было, когда пришел Рейган в 1980-м, и сейчас аналогичная ситуация с Байденом. Надо заметить, что именно два самых таких ощутимых кризиса в западном мире, это, конечно же, 29-го 1932 и при Рейгане 1987. То есть попали вот такую хорошую кампанию кризиса 30-х годов и кризиса 87 года. Так, друзья, давайте рассмотрим позиции юридических лиц на форсе ММВБ. По РТС здесь ставка на то, что РТС продолжит расти. По Сбербанку, по акциям также ставка на то, что акции Сбербанка будут расти. Газпром, ну здесь тоже можно сказать ставка на рост, поскольку шорты порезали в значительно большем объеме, чем лонги. ГМК, здесь тоже ставка на рост, видите, шортов режут больше, чем лонгов юрики. Российский рубль, доллар. Ну смотрите, здесь совершенно небольшое движение, маленькая крохотная ставка на укрепление рубля. Евро-рубль, а вот здесь солидная ставка на то, что рубль укрепится к евро. Евро-доллар, здесь порезали лонги и ждут коррекционного отката по евро к доллару. Так, ну вот фунт-доллар, здесь нарастили шорты, порезали лонги, здесь ожидают, что тоже фунт будет проседать к доллару. По нефти ставка на коррекционный откат. Видите, лонги рубят, шорты наращивают. Серебро, здесь боковик золото. И здесь делают ставку на то, что золото продолжит снижаться. Так, китайский фондовый рынок CSI 300. Но он торгуется вблизи вчерашнего закрытия. Попытка здесь развернуться и восстановить вот этот вот рост, по которому был коррекционный откат вчера. Но здесь нейтральная реакция для российского фондового рынка, исходя из такого движения сегодня. SFD на фьючерс S&P торгуется даже в День Благодарения. Здесь позитивная динамика, но на самом деле он в консолидации сегодня весь день и проведет, поскольку Америка сегодня отдыхает. Так, далее VIX, дневной таймфрейм. Но по сути, как бы вчера произошло закрепление вот этой ситуации вблизи минимумов, которые были ранее достигнуты в августе. Если еще 2-3 дня в таком формате торгуемся на следующей неделе, то вполне вероятно, что будет пробой и отскока по ВИКСу пока не произойдет. Так, друзья, ну вот индекс доллара, недельный таймфрейм. У нас по сути сегодня мы подходим к вот этой черте роковой 91.72.92. И здесь либо будет пробитие и уход ниже, либо мы получаем двойное донышко с возможностью для коррекционного отскока. На текущий момент идет вниз индекс доллара, ну и соответственно ожидание по ослаблению доллара ключевым валютам. Так, далее нефть, но здесь мы подошли к Рубикону, это диапазон 49.50. Никак не начнется штурм этого диапазона, ну поскольку Соединенные Штаты сегодня на пониженных оборотах, то скорее всего это произойдет завтра. Либо пробой и движение наверх, либо отбой и коррекционный откат. Вообще обычно по четвергам меняется характер движения по нефти. Но сейчас четверг, День Благодарения, и поэтому, я думаю, основные события они будут перенесены.
Сегодня наиболее вероятно мы будем вот в этом диапазоне находиться 49-48. И скорее всего движения будут именно здесь вот на хае. Опять же у нас есть демаркационная линия, это 47,5. Если будет ее пробитие, то пойдет более глубокий коррекционный откат с целью движения на 45-45,5. Ну и пробой, если такое произойдет, 49, хотя бы его свазюкают на 50, а там посмотрим. Но пока, я думаю, вряд ли. Вот наиболее вероятно движение в этом диапазоне. Так, далее золото. Ну смотрите, по золоту наиболее вероятно, с учетом текущей ситуации, это движение в диапазоне такой вот расширенный 1802-1814. Вот здесь, скорее всего, мы сегодня весь день и будем ходить. Вот. Если 1814-1815 пробиваем, то идет импульс движения на 1825. Но я думаю, сегодня вряд ли такая история будет сыграна. Скорее всего, мы вот так вот и проболтаемся. Так, друзья, далее рубль-доллар, USD Tomorrow, дневной таймфрейм. По-моему, сегодня по нему торги будут идти. Так, ну у нас дневочка разворотная, она вот уже который раз просится отскочить и сходить на 77.35. Вот. Но тем не менее, с учетом текущей ситуации, то что по нефти достигнуты такие достаточно высокие значения, с учетом того, что вторая, третья волна, я думаю, мы сегодня походим в боковике доллар-рубль. Этот боковик будет 75.33 и 75,7. 75. Ну, то есть, вот, скорее всего, движение будет разворачиваться в этом диапазоне. День обещает быть достаточно таким вялым, но здесь могут быть прорывы и короткие задерги, как вверх, так и вниз. По часовому таймфрейму у нас сформировался коррекционный отскок, и цель этого отскока как раз движение вот сюда, вот в диапазон 75-75, 75-82. Вот, и это движение, оно разовьется, если мы на открытии не пробиваем 75,5. Если здесь все-таки возникает пробой, то весьма вероятно мы пойдем тестить нижнюю границу 75.32, вот сюда вот. Нефть находится на хаях, но рынок все-таки достаточно тонкий, и поэтому, я думаю, скорее всего будет какое-то движение, небольшой задерг на 75,4, и потом, я думаю, попытаемся отскакивать. Но здесь есть такой момент. В том случае, если все-таки пробиваем сегодня 75.32, могут очень быстро свозить на 74.85. Такое движение вполне может произойти из-за тонкости рынка. Так, евро-доллар. Ну смотрите, здесь идет джиггернаут на 1,2, неукротимое движение. Вот, соответственно, уровень 1,1880, 1,1870, он немножко расширился. Пробитие диапазона сразу формирует коррекционный откат, цель которого будет сходить вот сюда, вот на 1,1845. Вот, но пока как бы рост идет, я думаю, что даже до заседания, точнее до публикации протоколов монетарной политики ЕЦБ, мы вполне можем вот эту часть движения наверх сделать и сходить на 1,2. Далее дневной таймфрейм российского индекса RGBI, ОФЗ. Ну смотрите, что примечательно. Вроде бы такие условия, нефть почти на 50 выросла, все хорошо, вакцины вот-вот всем вколют. А нет, все, увязли, никакого роста нету. Ну, достаточно странная ситуация, потому что в таких условиях как раз наиболее логично было бы развитие, ну, по крайней мере, потестить 154,6. Но поскольку такого не происходит, это, мне кажется, достаточно тревожный знак. Говорит о том, что нету спроса и в любой момент пойдет движение на пробой 154. Так, друзья, дальше давайте акции Сбербанка посмотрим. Наше все. Ну вот у нас немножко осталось дотянуться, сходить на 256,5. Здесь как бы я не вижу причин для того, чтобы это движение не состоялось. Я думаю, оно будет. Вопрос только в том, произойдет ли откат и потом будет движение, или сразу мы сюда сходим. Здесь момент очень важный. Если мы закрепляемся выше этого значения, то наиболее вероятно продолжится дальнейший рост. Ну и, собственно говоря, 4-часовик указывает на то, что идет накопление, поджатие, которое вполне в любой момент может разрешиться
за дергом на 256,5, вот сюда вот. Здесь есть какой момент. Вот отсюда, если развивается коррекционный откат, и мы получаем пробитие 247-245,5 вот этого диапазона, то у нас этот откат продолжится вниз, и мы сходим на 240. Часовой таймфрейм, здесь у нас, видите, какое идет беспощадное поджатие на 252,2. И такие формации, они очень часто приводят к тому, что возникает пробой и дальнейшее движение вверх. Тем более здесь совсем недалеко идти. Так, друзья, далее вопрос был по Сургутнефтегазу, обычка. Здесь у нас идет цикл движения, у которого цель сходить на 37,99, но это 38, вот сюда вот сходить. Немножко осталось ему идти. Ну и, соответственно, вот все это движение, оно прервется, если будет коррекционный откат и будет пробито 36,6. Ну и здесь вот на 4-часовике мы видим, что идет аналогичное со Сбербанком поджатие. Здесь немножко другое сопротивление, в отличие от дневного таймфрейма. Тут у нас достаточно нам пробить 37,4, 37,5, вот этот диапазончик. И, соответственно, тогда мы весьма вероятно пойдем сразу тестить 38. Вот если 38 пробиваем и закрепляемся, это был бы очень позитивный знак для развития дальнейшего движения и роста Сургута. Но здесь парадокс заключается в том, что несмотря на рост цен на нефть, компания она имеет большую подушку в долларах. Соответственно, если рубль укрепляется, то она не в лучшей ситуации находится от этого. Так, ну вот часовик у нас указывает на то, что весьма вероятно, что мы все-таки здесь не задержимся и пойдет коррекционный откат на открытии, цель которого будет 37,2. Вот сюда вот. Ну и здесь четко прорисован диапазон. В случае, если откат продолжается и пробой 36,6, 36,5, то у нас идет провал, цель которого будет потестить вот этот локальный минимум 36,2. Так, друзья, далее Русгидро, недельный таймфрейм. Ну смотрите, вот здесь по сути по недельке у нас сейчас идет консолидация. Консолидация в диапазоне 74,43, 77,56. Вообще у бумаги цель движения это 94. Сейчас вполне вероятно идет накопление позиций перед вот этим рывком. Ну и соответственно вот это движение оно проваливается, если будет коррекционный откат и пробитие 71. 71 копейка пробивается, сразу очень быстро мы наиболее вероятно сходим вот сюда вот в район 66-65. Так, ну дневной таймфрейм в общем-то указывает на то, что мы в консолидации от 77,5 до 75. То есть вот здесь вот у нас идет движение, набор позиций. Ну и далее часовик. Что у нас выходит? Произошел отбой. И, соответственно, отсюда пошло движение. Цель этого движения находится вот здесь, вот 76,6. Вот это движение не разовьется, не произойдет в том случае, если получается коррекционный откат и идет пробитие уровня 74,5. Вот 74,5, если пробиваем, то развивается дальнейший падеж к тем уровням, которые мы смотрели по дневкам и по неделькам. Все, друзья, спасибо за